Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня будем готовить, пожалуй, самое любимое и желанное блюдо во многих семьях, в том числе и в нашей – вкусные домашние пельмени. Каждая хозяйка готовит их по-своему, а я покажу, как я готовлю их для своих домашних. Замешивать тесто можно руками, в хлебопечке или, как я, в миксере. Если он есть, почему бы им не воспользоваться? Итак, в чашу миксера выливаем 250 мл теплой воды. Она не должна быть сильно горячей, примерно 40-50 градусов. Туда же добавляем одно крупное яйцо. У меня примерно 55-60 граммов. Чайную ложку вровень соли, это 5-6 граммов. И 1 столовую ложку растительного масла. Всыпаем 550 граммов заранее просеянной муки высшего сорта. Устанавливаем насадку крюк и в течение 5 минут вымешиваем тесто на самых малых оборотах. Если будете тесто месить руками, то вымешивайте до момента, пока оно станет гладким, однородным и очень приятным на ощупь. Если вам трудно сделать это в один прием, в середине замеса дайте тесту отдохнуть 5-10 минут, а затем повторите процедуру. В результате должно получиться вот такое упругое, эластичное тесто, совсем не липнущее ни к столу, ни к рукам. Убираем его в пакет или накрываем миской и даем отдохнуть 15-20 минут. Этим временем займемся приготовлением фарша. Сегодня я буду готовить пельмени из свинины и куриного филе. Но вы можете использовать любое мясо, которое вам нравится или какой предпочитают в вашей семье. Для этого количества теста нам потребуется 500-550 граммов мяса. Пропускаем его через среднюю решетку мясорубки. Туда же отправляем 3-4 крупных зубка чеснока и 1 большую луковицу весом не менее 150 граммов. Добавляем в фарш 2/3 чайной ложки соли и пол чайной ложки черного молотого перца. Все хорошо вымешиваем. Что касается фарша для пельменей. Его можно готовить из одного вида мяса или взять смешанный из 2, а то и 3 сортов мяса или птицы. Все на ваше усмотрение. Чем жирнее будет мясо и чем больше в начинке будет лука, тем сочнее получатся готовые пельмени. При желании в фарш можно добавить немного воды или бульона, но такой фарш надо тщательно отбить, иначе лепить пельмени из жидкого фарша неудобно. Очень вкусные пельмени получаются с добавлением мяса утки, гуся или индоутки. А у меня тем временем все готово, и я приступаю к лепке пельменей. Тесто хорошо отлежалось, оно еще слегка теплое. Достаем его из пакета, отрезаем небольшой кусочек, а остальное обязательно накрываем миской или пакетом, чтобы не заветрилось. Раскатываем тесто в жгут толщиной 2-2,5 см, а затем поперек на небольшие кусочки. Размер будущих пельменей на ваше усмотрение. Кто-то любит крупный, а кому-то не лень повозиться с маленькими. У меня, как правило, пельмени среднего размера. Тесто, приготовленное по этому рецепту, получается настолько комфортным в лепке, что совершенно не требует дополнительного подпыления мукой. Для удобства дальнейшего раскатывания нарезанные заготовки приминаем и обязательно накрываем пленкой или полиэтиленовым пакетом. Раскатываем по несколько лепешек, выкладываем на них фарш и, как обычно, лепим пельмени. За счет растительного масла тесто получается очень мягким, эластичным и прекрасно тянется, к рукам не липнет. Лепить из него пельмени – одно удовольствие. Если вам по привычке захочется подсыпать стол мукой и раскатать тесто на муке, пожалуйста, делайте так, как вам удобно. Если вы готовите пельмени без помощников, то сразу много лепешек не катайте. Тесто еще теплое, и чтобы оно не подсыхало, пока лепите одни, другие пусть лежат прикрытые, так их легче лепить. Обычно в нашей семье мы все вместе лепим пельмени, и даже просить никого не надо. В таком случае я только успеваю катать лепешки, а мои ребята следом лепят из них пельмени. Начинки не жалейте, тогда пельмешки будут полные, сочные и очень вкусные. Можно сделать по-другому. Раскатать большой пласт теста и вырезать из него рюмкой или небольшим стаканом одинаковые кружочки. Тогда все пельмени будут у вас образцово-показательные и одного размера. Но я уже привыкла и всю жизнь леплю именно так. Готовые пельмени складываем на любую присыпанную мукой поверхность, разделочные доски или подносы. Таким образом лепим все оставшиеся пельмени.
Из этого количества продуктов получается, как правило, 100 штук пельменей среднего размера. Но сегодня я промахнулась, у меня получился 101. В таком виде пельмени прекрасно поддаются заморозке. Отправьте поднос в морозильную камеру и после полного замерзания разложите пельмени в пакеты или контейнеры с герметичной крышкой. Для приготовления пельменей наливаем в кастрюлю воду, примерно 3 литра. Добавляем столовую ложку соли и 2-3 лавровых листика. Доводим до кипения. И уже в кипящую воду забрасываем пельмени. Периодически помешиваем, чтобы они не прилипли к дну кастрюли. Доводим до кипения и в зависимости от размера пельменей варим их 7-10 минут. Я, как правило, свежие пельмени варю 9-10 минут с момента закипания, а замороженные на пару минут меньше. Пельмени будут еще вкуснее, если их сварить не на воде, а на бульоне. Особенно, если вы планируете подавать их вместе с тем самым бульончиком. Пельмешки, приготовленные из этого теста, не развариваются, не раскисают, отлично сохраняют форму и получаются плотненькими. А какие они вкусные, вы узнаете, когда их приготовите. Готовые пельмени достаем шумовкой в миску с маслом. У меня топленое. Если интересно, как я его готовлю, ссылочку оставлю в описании. Хорошо перемешиваем. И можно всех звать к столу. Подаем пельмени со сметаной, кетчупом, уксусом или аджикой. Да-да, с той самой аджикой, которую мы с вами готовили в начале осени. Кому будет интересно, ссылочку на нее я тоже оставлю в описании под видео. Угощайтесь, мои дорогие. Желаю всем удачи в приготовлении и приятного аппетита. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Спасибо, что смотрите мои видео, оцениваете и делитесь ими с друзьями. Подписывайтесь на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите новые видео. У меня на канале в плейлисте «Тесто» вы найдете и другие не менее интересные рецепты. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!